Друзья, всем привет! Снова на канале. Пока зимний Армагеддон не застал врасплох, как говорят, снова неожиданно в середине января выпал снег. За окном 1 ноября, Труханов остров, комфортная вполне температура, и пока сезон не время еще закрывать. Судя по названию, я думаю, что вы уже поняли, о чем сегодня пойдет речь, но отмечу, что сейчас не будет, я не хочу грузить никакими моделями, ценами и тому подобными, я просто скажу пару мыслей на мой счет, если бы я завтра покупал колесо, от чего бы я отталкивался, да? Мысли вслух во время небольшой поездки по Трухановому острову, Киев. Как вы уже видели, возможно, если еще не видели, то обязательно посмотрите на канале, был ролик, если еще нету, обязательно будет, подпишитесь, не забудьте, чтобы его не пропустить, «Будь в тренде». И отталкиваясь от моих мыслей этого видеоролика, моноколесо это, если не будущее, то не прошлое как минимум. Мне кажется, что каждый человек должен в своей жизни попробовать все, кроме всего запрещенного. И велосипедом это не ограничивается. Лыжами это не ограничивается. Многие думают, что это сложно. Нет, научить можно даже медведя ездить на велосипеде, и ездить на моноколесе абсолютно нету никаких сложностей. Научиться, попробовать. Я более чем уверен, что если вы даже кинете клич, по тематическим пабликам моноколесников вашего города, то 100%, даю со 100% вероятностью, что кто-то без каких-либо вообще проблем с вашего района покажет, попробуйте, возможно, научитесь, возможно, понравится. Но понравилось вам, что делать дальше? Опять же, говорю о том, что если бы я, допустим, завтра покупал моноколесо, от каких бы критериев, параметров, и в принципе мыслей я бы отталкивался при выборе. Когда-то я уже записывал схожий ролик на эту тему, пришло, видимо, время его чуток обновить, и я в своих мыслях не поменялся. То есть я отталкиваюсь от того, что даже если у вас есть деньги, даже если для вас не стоит вообще вопрос цены, то лучше вначале купить то, что вам не жалко будет убить, а потом уже покупать то, что сам доктор прописал. Первое, на что обращайте внимание, это для каких целей вам нужно моноколесо. То есть точно так же, как в автомобиле. Вы же не покупаете машину просто чтобы для галочки, правильно? Вы ее покупаете для каких-то целей. Если вы любите ездить в городе, у вас будет один автомобиль с одним движком, с одним клиренсом, с высотой, с одними колесами и так далее. Если вы покупаете автомобиль, допустим, для дрэг-рейсинга какого-нибудь, это будет абсолютно другой автомобиль. Если вы покупаете автомобиль для дальников, для езды с друзьями, с детьми и так далее. Куда-то я заехал. Понимаю, что тут проезда нету, хотя по карте велодорожка по прямой. Вот так вот, видите, все это дело закрывают и все. Ничего, будем объезжать. Машина для города, скорее всего, если для галочки ездить на работу и в детский сад,
то она будет какая-то небольшая у вас, как это в принципе принято во многих странах Европы. Если у вас тяга к каким-нибудь, да, там, лыжам, сноубордам, Австриям, Альпам, Кавказу, и вы любите ездить всей семьей, путешествовать, берете постоянно с собой став весь, да, это, который занимает весь багажник и пол вашей машины, то, соответственно, машина будет абсолютно другого вида. То же самое касается и моноколеса. Первое, на что, на мой взгляд, стоит обратить внимание, это ваш вес. Потому что одно и то же моноколесо при одних и тех же условиях, так скажем, эксплуатации для райдера 60 килограмм и для райдера 120 килограмм, ну, будет довольно-таки показывать разный километраж, разную скорость, высаживать аккумулятор быстрее, медленнее. В общем, обращайте тоже на это внимание. Второй пункт выбора, да, вашего моноколеса — это ваш рост. Как бы это странно не звучало, но я бы, опять же говорю, что это все касается меня, моих мыслей, я бы обращал бы внимание на рост. Почему? Потому что, допустим, колесо, которое условно, да, там 14 диаметр, для райдера весом 150 кг, для райдера ростом 150 сантиметров, оно будет выглядеть абсолютно по-другому, чем для райдера ростом, допустим, там 180 сантиметров. Следующий пункт — это условия его эксплуатации, да, то есть если это, вот как в одном из последних видеороликов, кто-то из вас задал вопрос про стартовое колесо, про формат его использования, который я спросил, оказалось, что человеку нужно всего лишь 1 километр до метро и 5 километров там, от станции метро уже до работы. 6 километров осилит абсолютно любое колесо начального уровня, абсолютно любое. 6 километров, тем более, если у вас на работе есть зарядка, розетка, то без проблем вообще. Если до вашей работы там условно 20 километров в одну сторону, то то же самое, допустим, там какой-то InMotion V5, не факт, что с вашим весом 150 килограмм на максималках, оно не факт, что, допустим, осилит в принципе. InMotion V8, ну, условно, да, InMotion V8, почему я про него говорю, потому что это было мое первое колесо, если мне не изменяет память, оно валит до 30 км в час, или 25, или 30, не помню, и едет, запас хода до примерно где-то 30 километров, опять же, если я не ошибаюсь, ну, это при идеальных условиях, если райдер, китаец по ровной поверхности. Каждое новое условие уменьшает, безусловно, этот пробег, включая холод за окном, там, снижение температуры. Следующий момент. Города, да, то есть рельеф. Это относится к условиям его эксплуатации. То есть, если условно у вас город равнинный, да, вы его используете просто вот по дороге, вот такие дороги, идеальные дороги, вы живете где-то там в европейской стране, в европейском городе, или вдруг свершилось и у вас проложили асфальт. Ну, отлично. Если вы живете в городе, где, ну, извините меня, через каждые 10 метров велосипедистам нужно крутить педали, и моноколеснику нужно высаживать аккум, взбираясь на вершины холмов. Кто не знает, допустим, в Киеве, да, левый берег, он находится более в низкой части города, ну, как города, визуально рельеф, а правый, и он весь равнинный, ну, ровненький.
А правая часть Киева, ну, есть моменты, где нужно заехать, где нужно съехать, то есть там, конечно, аккум будет разряжаться быстрее. Вот. Это касается рельефа. Используемое колесо ваше, да, оно опять же будет сжирать аккум в зависимости от того, где вы едете. Стиль вашей езды. То есть, если вы привыкли, да, там на велосипеде, там, не знаю, на электросамокате, на машине, посудите сами, посмотрите на себя, и я думаю, что вы поймете, какой стиль вашей езды вы любите. Если это формат наваливания, газ в пол со светофора, то в вашем колесе опять же должен быть запас хода, запас скорости, и брать колесо, к примеру, ту же самую модель, допустим, InMotion V8, которая якобы в принципе едет 30 км в час, но вы же понимаете, что держать 30 км в час это нонсенс. Во-первых, вы его можете продавить, во-вторых, на тридцатнике оно будет у вас заряд просто уходить в никуда, просто в минуты. Ну, я утрирую, но в целом так. Точно так же на Kingsong 18L, на котором я еду. Если я на нем вот еду сейчас, я не знаю, со скоростью там 15 км в час, допустим, 20 км в час, то я более чем уверен, что даже при температуре 12-15 градусов, которая сейчас за окном, мне его, скорее всего, хватит, ну, по такой дороге километров, наверное, на 70. Если я сейчас навалюсь и буду ехать 49 км в час, то мне его хватит, ну, конечно, раза в 1,5, раза в 2 меньше километраж. Поэтому запас и по ходу, и по скорости, конечно, у вас должен быть. Давайте подытожим. Значит, первое — это вес райдера, второе — это рост райдера. Опять же, это мои наблюдения, как бы я себя вел. Рост райдера, вес райдера, скорость, условия эксплуатации, скорость колеса и скорость самого рост райдера, вес райдера, формат эксплуатации, куда у нас входит там формат добирания на работу к вам, то есть рельеф, насколько вы азартный человек, стартуете и на какой скорости передвигаетесь. И следующий пункт, который бы я выделил, это вес самого колеса. К весу колеса я бы отнес первое пол, да, то есть девушка, мужчина. Понятное дело, что для мужика, допустим, поднять 24 кг Kingsong 18L, это нормально, в принципе. Для девушки, для какой-нибудь хрупкой 50-килограммовой девушки поднять 18L, 24 кг, постоянно его тягать, но это, наверное, многовато. А тягать, кто бы что ни говорил, колесо придется. Даже если вы живете в подъезде с лифтом, у меня, кстати, 4-й этаж без лифта, поэтому я знаю, о чем говорю, все равно тягать придется. Где-то вы поднимаете на высокий бордюр, где-то вы, не знаю, там в магазине пытаетесь зайти в магазин без парапета, в аптеку, в метро, в автобус без какого-либо пандуса. Ну, разные моменты бывают, в машину загрузить, да, там, в багажник, в верхний багажник. То есть моментов довольно-таки немало. И тягать, ну, честно, колесо иногда приходится. На мой взгляд, для того, чтобы поднимать колесо, его вес, не должен превышать, там, не знаю, 20-25 килограмм. То есть у каждого свое, конечно, кому-то и 40-ник будет норм, но, знаете, поднять 2 раза колесо и потом лечить спину, такое себе удовольствие, потому что
где-то что-то не додержали, и все. Вес колеса в немалой степени зависит не только от самого мотор колеса, да, вот этой вот байды, которая крутит, движется по дороге, но еще от количества аккумов. То есть колесо, допустим, Kingsong 18L, да, условно, по бумажке, оно запас хода имеет 90 километров, по бумажке, напомню. Какой-нибудь Sherman, допустим, имеет запас хода там условно 150 километров, 200 километров, но в то же время он и будет весить уже не 22 килограмма, там не 24 килограмма, а там 35, к примеру, да. Если вы наблюдаете за новыми колесами дальнобойными, то там вес уже измеряется там и в 40 килограмм, и в 40 плюс килограмм, поэтому тоже обращайте на это внимание. Скажу о том, что в принципе, по крайней мере в Украине, нету еще такой развитой велоинфраструктуры, чтобы с колеса можно было не слазить. Ну, разве что вы будете ехать тупо по автомобильным дорогам. По автомобильным дорогам, и для того, чтобы вам перейти на противоположную сторону дороги, к примеру, вам нужно объехать хрен знает где, через какой-нибудь разворот, через какую-нибудь развилку, как автомобиль. Если вы хотите срезать, и вам под дорогой нужно спуститься, к примеру, по подземному переходу, под которым нету пандуса, ну, сами понимаете, что вам нужно будет сделать с колесом. Вот такие вот мои мысли по поводу выбора колеса. И я, честно говоря, когда покупал первое колесо, я особо даже не вдавался в детали. Я не особо вдавался в детали там по километражу. Ну, то есть я понимал, что для того, чтобы научиться, да, но у меня было порядка 3 недель Motion V8, для того, чтобы научиться, я не буду преодолевать там по 50, по 100 километров. Любой курьер в городе, он не преодолевает даже на машине 100 километров. Я это понимал. И для учебы колеса хватает абсолютно вполне начального уровня. Точно так же, как и с сноубордом, на котором я езжу более 10 лет, я бы отталкивался от такого подхода. Вы покупаете вначале просто дрова, да, ну, условно я говорю про дрова. Покупаете дрова и катаетесь на сноуборде, катаетесь на колесе и пытаетесь понять, что вы хотите от него. То есть, что вам от него нужно. Вы катаетесь, вы учитесь, вы катаетесь неделю, 2-3 месяца, и со 100% вероятностью говорю, что потом вы уже поймете, что вы от колеса ожидаете. Вы ожидаете большую скорость, вы ожидаете больше запас хода, вы ожидаете другой, ну, назовем так, форм-фактор, да, другой визуальный вид самого колеса, потому что это тоже очень часто, ну, играет важную роль при выборе. Вот, допустим, мне с моим ростом InMotion V8 было, ну, довольно-таки некомфортно держать между ног. То есть оно более узкое. Там, конечно, не было подушек, как в Kingsong 18L, но все равно оно, ну, как-то, знаете, как будто вы стоите ноги на ширине плеч, а колесо где-то внутри, оно болтается. Опять же, сравнить, допустим, какой-нибудь V8 узенький там, или, не знаю, там, как Tesla, хотя Tesla, она довольно-таки широкая, но не такая широкая, допустим, как Sherman. Там 18L имеет, ну, формат такой, сказать, ну, не то что восьмерки, но, ну, мне лично комфортно. То есть разные колеса в ногах чувствуются по-разному, и поэтому выбирать по виду, да, по виду самого колеса, в принципе, важно тоже обращать на это внимание. Друзья, этот ролик скорее будет, ну, очевидным для тех, кто уже ездит на колесе, и возможно он чуток поможет тем, кто это колесо только планирует, присматривает, благо дело сейчас
в принципе, на рынке их появляется больше, продается больше, и научиться абсолютно легко может абсолютно каждый. Если инфа была чуточку полезна, если вы хотите поддержать канал, то подпишитесь, отписаться вы можете в любую секунду. Палец вверх, фидбэк, буду рад от вас услышать. До новых встреч, всем пока.